Поселок Шексна в Вологодской области, 20 тысяч человек населения. Это самый крупный поселок, не являющийся городом в этой области. И в этом поселке происходят страшные, жуткие вещи. Только за первый месяц 2018 года там погибло 8 человек. Если вы думаете, что там орудует какой-то маньяк, убийца или страшный какой-то вирус, нет. Ни маньяка, ни вирус там, к счастью, нету. Люди гибнут на дороге. Погибли в результате ДТП, и местное ГИБДД бьет тревогу, потому что цифры действительно ужасные, никогда такого не было, чтобы так много людей погибало на дороге. По сравнению с другими регионами и районами даже Вологодской области, это страшная статистика, и надо с этим что-то делать. А теперь давайте на секундочку представим, что вы губернатор Вологодской области, или глава Шекснинского района, или глава самой Шексны, где погибают люди, и вы переживаете, потому что случай из ряда вон выходящий, вы хотите как-то помочь людям, и, это ваша работа защищать людей, делать так, чтобы они не погибали, чтобы все у них было хорошо, заботиться об их благосостоянии, здоровье, безопасности. И вот у вас такая проблема, у вас есть город, где 8 человек только за первый месяц погибло на дороге. Страшная статистика. Что сделали чиновники в Шексне? Они позвонили попу. Кто еще поможет? Если погибают на дороге люди, нужно звонить в ближайший храм. Они позвонили попу. На дорогу пришел поп, посмотрел места, где погибали люди, и провел в храме Казанской иконы Божьей Матери молебен о путешествующих. Конечно, если люди погибают на дороге, беги проводить молебен. А что еще делать? Провел молебен, вот мы видим эти фотографии, где сотрудники ГИБДД и какие-то местные чиновники, вот они собрались, члены общественного совета, сотрудники МВД, они собрались на молебен о путешествующих, чтобы люди не погибали. После молебна батюшка уже отправился и окропил святой водой рабочие места, где у нас работают сотрудники ГИБДД, потом он окропил святой водой автомобили и, наконец, главная часть программы. Батюшка с полицейскими отправился в рейд по местам, где в последнее время погибло 8 человек в ДТП. Места, естественно, эти тоже осветили. И по словам корреспондента газеты «Звезда», это местная газета, проезжающие мимо водители большегрузов и легковушек благоговенно крестились при виде этого действия. Просто безумно мило. Очень хочется верить, что Господь дарует хоть немного ума в голову некоторых безбашенных водителей, заставит задуматься пассажиров, кому они доверяют свою жизнь, откликаясь на предложение доехать по цене билета на автобусе или пользующихся услугами так называемых баблакаров, пишет корреспондент. То есть они надеются, что Господь дарует хоть немного ума. И все будет хорошо. Я не могу поверить, что это происходит сегодня в России, что это происходит в это время, что это не какое-то средневековье, это 2018 год, когда, казалось бы, есть интернет, есть компьютер, есть какой-то опыт, накопленный другими странами. И что мы видим? Что в России после смерти 8 человек только за первый месяц 2018 года на дороге чиновники вызывают батюшку, чтобы он осветил дорогу, чтобы люди больше не погибали. Я смотрю на это, я в ужасе, я хочу, чтобы Следственный комитет возбудил уголовное дело. Налицо преступный сговор с целью убийства людей. Убийство людей, потому что там смерти будут продолжаться. Потому что люди, которые получают зарплаты, я говорю сейчас про чиновников, я говорю сейчас про гаишников, вместо того, чтобы думать о безопасности, о здоровье населения, они ни хрена не делают, они оправдывают свою безграмотность, дремучесть, они устраивают какой-то карнавал, а люди будут погибать. Налицо преступный сговор, это геноцид русского народа. Будь я на месте человека, который отвечал бы за этот город или за этот район, я бы первым делом обратился бы к международному опыту, ведь уже есть страны, города, которые прошли этот путь, которые нашли какое-то оптимальное решение. И зачем изобретать велосипед, когда можно обратиться к чужому опыту и вынести оттуда примеры положительного решения данной проблемы. Я посмотрел бы на страны, которые борются со смертностью на дороге, успешно борются, которые ввели такое понятие, как нулевая смертность, и начали к ней стремиться. Давно многие страны приняли новую концепцию, что можно сделать так, что никто не будет погибать. Есть страны, где практически исключена смерть на дороге.
Они стремятся к нулевой смертности, и у них это получается. Я бы пригласил специалиста, транспортника, я бы написал в департамент транспорта той же Норвегии или какого-нибудь города, может быть, города размером как моя Шексна, и попросил бы у них совета. Я сразу скажу, да, вы не думайте, что на это потребовалось много денег, потому что, как показывает мой опыт, когда вы пишете какие-нибудь департаменты или мэрии других государств, там очень тепло реагируют, когда ты просишь поделиться опытом. Для этого ничего не нужно делать, надо просто написать письмо, и они тебе ответят. Они не будут за это просить никаких денег, они помогут. А может быть, даже пришлют специалиста, который приедет в Шексну и посмотрят на дороги, которые в Шексне есть. И что он увидит? Он увидит, что через город, практически через город проходит федеральная трасса. Он станет на эту трассу и ужаснется. Он ужаснется, потому что он увидит, вот, например, такой пешеходный переход. Мы видим автобусная остановочка, такая в виде буквы М. Мы видим нечищенную обочину с какими-то сугробами в человеческий рост. Там железнодорожные пути, жилые дома. И вот этот нерегулируемый пешеходный переход, который никак не освещен, который нечищенный. И как вообще по нему переходить? Нету ни светофора, ничего. Мы смотрим на следующую фотографию, видим широченную трассу четырехполосную, по которой несутся фуры, легковые машины. И тоже вдалеке виднеется, судя по всему, остановка общественного транспорта. И тоже нечищенная обочина, и тоже нерегулируемый переход. Сама дорога, она никак не отделена там, от леса, от тротуара. Люди, судя по всему, ходят по обочине, потому что, конечно, не чистят тротуары. И полосы, нет никакого ни разделителя, ничего. Вообще удивительно, как такая трасса может существовать, как можно было сделать такой пешеходный переход. Ведь это опасно. Это опасно. Именно на таких переходах и погибают люди. Он не освещен, там нет светофора. Мы смотрим следующий пешеходный переход, и все то же самое. Нету тротуаров, нечищенные обочины. Вот видим знак пешеходного перехода, видим какую-то жалкую зебру. Тоже нет ни светофора, ни разделителя, ничего. И тоже там вот остановка общественного транспорта. И посмотрев на все это, иностранный специалист бы ужаснулся. Ужаснулся, потому что остановки общественного транспорта и нерегулируемые переходы на трассе, на междугородней трассе, по которой у тебя машины на огромной скорости ездят. Не может быть такого. Если у тебя есть трасса, она полностью обособлена от общественного транспорта, от тротуаров, от остановок. Их там нету. А чтобы трасса проходила через город, и чтобы через нее были какие-то зебры, и иностранный специалист, увидев Шексну, он бы ужаснулся. И он бы сказал: я понял, почему у вас погибают люди на этих дорогах, потому что у вас неправильно организовано, вы неправильно проектируете. Вам нужно срочно что-то делать с вашими пешеходными переходами. Ну, для начала, как минимум, поставьте там светофоры, сделайте вызов по кнопке, чтобы качок нужно было перейти, машины остановились, и он спокойно, безопасно перешел. Потом сделайте там, добавьте островки безопасности. Потом примите меры по успокоению трафика, принудительному успокоению. Ни знак там, ни камера, ни гаишник в кустах. Сделайте искусственный изгиб у дороги, как часто это делается в европейских городах. Я много раз показывал, когда при въезде в какую-нибудь деревню, населенный пункт, дорога изгибается, и изгиб имеет такую форму, чтобы его комфортно проехать, автомобиль вынужден сбросить скорость до максимально разрешенной. И разгоните ваше ГИБДД, бы я сказал. Зачем вам нужны эти гаишники, которые сидят в кустах, и их единственная работа заключается не в спасении жизни людей. Они сидят в кустах и следят, что кто-то бы там не нарушил правила, и его ловят и начинают вымогать у него потом деньги. Они же больше ни хрена не делают, эти ваши гаишники. Зачем вам такой огромный штат? От них же никакого толку. Вы посмотрите, сколько людей погибает. Они не занимаются безопасностью дорожного движения. При этом это меры, которые можно сделать очень быстро. Да? То есть поставить светофор, сделать островки безопасности, сделать подсветку переходов, потом поставить разделители. Там. Это меры, которые можно сделать очень быстро. В идеале, конечно, потом нужно было заниматься реконструкцией дороги, уводить оттуда остановки. Я нашел пример похожей дороги в Норвегии. Когда у нас идет трасса, она разделена отбойником. Автобусная остановка, она стоит не на трассе, а там сделан такой заезд. Там делается съезд с трассы, куда заезжает автобус, и там люди спокойно уже садятся на автобус. Вот остановочный павильон, он отнесен от трассы на такой своеобразный дублер. И через дорогу идет пешеходный мост, по которому люди переходят. Никто не перебегает, по никаких пешеходных переходов через трассу быть не может. Это уже более дорогие, долгие меры, но это нужно заложить на будущее, чтобы как-то дорогу приводить в порядок. Это безопасная дорога. Это та дорога, где не погибает только за первый месяц 8 человек в поселке, где 20 тысяч населения. За 2017 год на дорогах погибло 19 тысяч 88 человек. Вы себе можете представить? 19 тысяч 88 человек — это практически население Шексны. Кстати, каждый год
умирает население вот этого огромного поселка. И никому до этого нету дела. Никому до этого не дела. И большинство этих смертей это следствие преступной халатности. Это следствие безграмотности, распи***йства и вот таких вот мудаков, которые вместо того, чтобы выполнять свою работу, устраивают карнавал. Это геноцид русского народа, который происходит по всей стране. По всей стране такая ситуация. Берегите себя, распространяйте этот ролик, пожалуйста, это очень важно. Может быть, кто-нибудь задумается, может, до кого-нибудь наконец дойдет, что нельзя так относиться к жизням людей, что нельзя так проектировать улицы, что нельзя вызывать попов, когда у тебя 20 тысяч человек в год на дорогах помирает. Что нужно уже как-то задуматься и принять меры. Не забудьте, что в описании стоят ссылки на другие ролики по теме про безопасность дорожного движения, про то, как нужно проектировать улицы. Пожалуйста, посмотрите, там очень важные вещи, в том числе про снижение скорости, про пьяных судей. Посмотрите и распространяйте информацию. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте включать уведомления. Интересные ролики выходят каждый день, чтобы ничего не пропустить. Всем пока, берегите себя.